Приветствуем подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами 29 февраля, и вы знаете, сегодня уникальный день. Такой день бывает раз в 4 года. Сегодня день изобилия, день финансовых возможностей. Поэтому обязательно сегодня скажите эти слова. Желательно эти слова произносить в тот момент, когда вам комфортно, когда вам удобно, когда вы в хорошем расположении духа. Почему? Потому что вы таким образом настроите потоки Вселенной в свой адрес, в свою жизнь. И очень важно это понимать и осознавать. Поэтому, пожалуйста, прослушайте не только это видео, но и на протяжении дня постарайтесь провести эту практику. Буквально эти только слова. Но прямо сейчас в комментариях напишите слово «Я богата», «Я привлекаю деньги в свою жизнь». И вы знаете, через 24 часа первые финансовые поступления обязательно придут к вам. Попробуйте, рискните, не бойтесь. Те, кто улыбаются и говорят о том, что это все ерунда, вы знаете, в вашей жизни, к сожалению, вот так и все проходит мимо. Потому что каждый наш шаг, каждое наше действие, оно нас быстрее приводит к тем результатам, которые мы желаем и мы хотим. Обращаем на это ваше особое внимание. Итак, друзья, сегодня 29 февраля, сегодня денежный четверг, сегодня изобильный день, хотя многие считают, что 29 февраля высокосный день, в высокосном году, и все плохо, и все сложно, и все тяжело, но вы должны понимать и то, как вы сегодня себя настроите, так и Вселенная вас сегодня проведет. Если вы в этот день боитесь выходить из дома, переживаете, нервничаете, вы сами привлекаете вот эти разрушительные потоки в свою жизнь. А чтобы этого не было, обязательно поверьте в самое лучшее. Высшие силы, ваш ангел-хранитель, архангел, они всегда с вами. И ваша задача их только пригласить, позвать в свою жизнь. Кроме того, сегодняшний день привлекает не только своей редкостью, да, 25 февраля бывает раз в 4 года, но и потенциальными финансовыми возможностями. Сегодня тот день, когда вы можете привлечь деньги, подумать о том, куда вы хотите вложить деньги, как вы хотите привлечь дополнительный заработок в свою жизнь. Потому что сегодняшний день – это день финансовых возможностей, день изобилия. И сегодня очень важно и планировать, и стараться направить те деньги, которые вы есть, в правильное русло. Не спешите сегодня покупать все, что вы желаете или захотите. Даже если вам говорят, что обалденная скидка и только так, и никак иначе. Помните о том, что вы должны на интуитивном уровне почувствовать, что вы хотите. Если у вас сегодня нет желания вкладывать что-либо, покупать, не делайте это. Даже может быть так, что вам даже сегодня лень выйти в магазин и купить хлеб или хлебобулочные изделия. И вы знаете, это неспроста. Вселенная на данном этапе просит вас посмотреть по-другому на мир, посмотреть на знаки. Вот это видео, у нас также, друзья, знаки, подсказки будут. И если вы нажали на это видео, если вы это видео смотрите, знаете, это уже неспроста, девочки и мальчики. Кроме того, сегодня прекрасный, чудесный день для того, чтобы заниматься обучением. Обучение сегодня очень важно проводить в каком направлении. Это касательно денег. То есть продумать о том, как вы можете привлечь деньги, как вы можете их приумножить. У нас с вами заканчивается февраль и начинается март. Вы знаете, март – это новые финансовые возможности, это новые открытия, новые поступления. Но все зависит от того, как мы проведем именно 29 февраля. Вы, наверное, будете удивлены, но именно сегодня энергии, которые идут с космоса, они имеют очень важное значение в нашей жизни. Кроме того, вы знаете, что у нас в марте затмение, у нас с вами определенные астрологические аспекты будут происходить, но именно сегодняшний день он достаточно чистый и по своей энергетике, и по тем мыслям, которые вы желаете, которые вы хотите привлечь в свою жизнь. Поэтому очень важно, чтобы вы сегодня наполняли этот день новыми возможностями и обязательно успехами. Желательно, конечно же, в области финансовых дел, но вы помните о том, что не каждый может
может этим заниматься. Подумайте, возможно, вы это сделаете в семье или в отношениях между другими людьми. Также старайтесь сегодня нести любовь, нести гармонию. Даже если в вашем окружении есть люди, которые хотят злиться, ругаться, спорить, что-то доказывать, выяснять отношения, пожалуйста, не ввязывайтесь в эту ситуацию. Даже если вы знаете, что вы правы, вы должны понимать, что именно вот те люди, которые несут негатив, которые завистливые, они раздражительны, они на негативных сегодня находятся в вибрациях, и они не слышат, что вы будете говорить, понимаете? Вы только потратите свое время, энергию, отдадите ее им, придете домой больными, никакими, ничего не хотите делать, у вас не будет ни вдохновения, никакого желания, а вот те люди будут чувствовать себя по-другому. Поэтому, друзья, ни в коем случае сегодня не идите на поводу у любого негатива. Даже если это ваш ребенок, который пытается сегодня вам строить козни, показывать свой характер и так далее, и так далее. Улыбайтесь просто и покажите ему свою любовь. Возможно, ему просто любви не хватает в этой жизни. У него обязательно все получится. Что же касательно здоровья, просим вас обратить внимание, что сегодня тот день, когда Луна находится в знаке зодиака Скорпион, поэтому сегодня хорошо очищать свой организм и заниматься детоксикацией. Это будет особенно эффективным. Кроме того, в знаке зодиака Скорпион этот процесс еще и усиливается, потому что у нас с вами знак зодиака сам по себе Скорпион ассоциируется с преобразованием и регенерацией. Кроме того, вы знаете о том, что Скорпион – это знак страсти и это знак эмоций. И кроме того, этот знак еще управляется планетой Плутон, и мы сегодня можем обнаружить глубокие внутренние ресурсы и возможности для трансформации. Поэтому сегодня очень важно, чтобы вы еще раз обращали внимание на свои эмоции. Поэтому старайтесь проводить практики по защите, по тому, чтобы вас высшие силы направили на путь истины, на то, что для вас действительно важно и нужно. Кроме того, постарайтесь понимать себя, чувствовать себя, что ваше тело желает, что оно хочет. Также занимайтесь сегодня и очищением организма, будет особенно полезно. Кроме того, сегодня хорошо гидротерапия, очищающие диеты, сауны. Это все в комплексе поможет вам избавиться от токсинов и усилить процесс регенерации. Еще раз обращайте сегодня внимание на свои эмоции. Кроме того, именно такие практики, как ваше дыхание, йога, медитация, у каждого это, девочки, мальчики, может быть свое, помогут вам уравновесить энергию и достичь внутреннего спокойствия. Также старайтесь сегодня общаться как можно больше с близкими людьми, поднимайте с ними больные темы, но не делайте это с помощью острых углов. Старайтесь подойти мягко, с любовью, с пониманием, с гармонией в сердце, потому что люди на подсознательном уровне всегда все чувствуют. Если вы пришли на разговор с агрессией, со злостью, с обидой, то и помните о том, что люди на подсознательном уровне, возможно, даже неосознанно понимают и ощущают это. Помните об этом. Что же касательно лунного календаря денег, то, вы знаете, сегодня прекрасный день для того, чтобы заниматься любыми финансовыми операциями. Также сегодня хорошо отдавать долги, если вам нужно взять какой-то кредит. Но помните, когда мы с вами берем кредиты, мы должны не просто взяли кредит, потому что нам захотелось поменять на более современную или на более новую какую-то бытовую технику или гаджет или еще что-то. А это должно быть действительно быть нужно. Ну, например, на данном этапе вам не хватает определенной суммы денег, но вы знаете, что неделя-две у вас появится вот эта недостающая сумма. А вот сейчас вам, например, нужна стиральная машина, потому что она вышла из строя, и мастер говорит, что ее реанимировать нельзя уже, ну вот просто слово совсем. Поэтому здесь вы принимаете такое решение. Вы должны научиться понимать, что такое вот денежная энергия. Если вы ее тратите налево и направо, то денежная энергия, она не приходит. К сожалению, она очень чувствительна. Она очень чувствует людей. Кто-то сейчас скажет о том, что вот там, вот депутаты, какие-то бизнесмены, которые занимаются грязными делами и так далее. Вы должны понимать, что у них совсем другой уровень, у них совсем другие вибрации. Они заключили контракт, извините,
извините, но с черными силами, с силами низшего порядка. И, к сожалению, у них достаточно тяжелая карма. И многие и не могут выпутаться из вот этой грязи, из этого очень вонючего болота. Хотя на общей картинке кажется, что они живут чудесно, прекрасно. Они ездят на дорогие курорты, они ездят в дорогой машине, у них замки и так далее, и так далее. Но вы должны понимать, что за вот этой вот ширмой там совсем ужасная ситуация. Поэтому никогда не смотрите, что у кого и как происходит. Есть вы, и вам нужно двигаться дальше. И только вам вправе решать, принимать эту информацию, не принимать, делать что-либо или не делать. Очень часто вы нам задаете вопрос: ой, а что мне делать? Поступать мне, идти на работу, на новое собеседование, не идти, делать? Вы должны пробовать. Как вы можете узнать, понравится вам эта работа или нет, если вы даже не готовы пойти, например, на собеседование? Потому что на собеседовании вы увидите, что из себя представляют люди, как они относятся к своим работникам, какие социальные гарантии есть, как оформляют, по какому законодательству и много-много факторов. Вы можете на интуитивном уровне в момент прочувствовать, что это не ваше, потому что у вас уже на собеседовании с вами, возможно, не тактично общаются и так далее, и так далее. Вам такая работа точно не нужна, и вы отказываетесь, но это не значит, что Вселенная тоже перед вами закрывает двери. Вышли после такого собеседования, подняли голову к небу и попросили высшие силы, ангела-хранителя, архангелов, чтобы вас направили на путь истины, помогли найти вам ту работу, которая именно ваша и будет достойна вас. И вы не поверите, но придет через звонок, через возможности, через какую-то рекламку. По-разному это у каждого бывает в жизни. Главное открыть свои глазки, видеть вот те знаки и возможности. Вы это, девочки и мальчики, должны вот осознавать и понимать, иначе по-другому никак это не бывает в жизни. Что же карты Таро на 29 февраля, то у нас выпала карта двойка пентаклей. Что она из себя представляет? Это карта у нас баланса, адаптации и управления ресурсами. При этом, что очень важно понимать и осознавать, что эта карта несет с собой важные уроки о необходимости умения управлять материальными аспектами в своей жизни. Но в то же время эта карта говорит нам о важности гармонии между нашими обязанностями и нашими желаниями, о необходимости правильно управлять временем, энергией и ресурсами. Очень многие игнорируют вот эти три пункта: время, энергия и ресурс. Многие работают за бесплатно, потому что, например, вас кто-то попросил что-то помочь по дому. Например, ваша невестка, ваша знакомая, подруга. И ваша подруга, после того, как вы, например, помогли ей убрать в квартире или в доме, или помогли, она вам дает деньги. Это может быть символическая плата за ваш труд, но вы отказываетесь. А Вселенная говорит: а если она отказывается, то зачем ей вообще деньги? И в следующий раз вас подруга приглашает, но уже ничего не предлагает. Поэтому всегда, везде, когда вам предлагают что-то, многие очень люди говорят: ой, вы знаете, мне неудобно брать деньги у своей сестры, ой, мне неудобно брать деньги у своей мамы, которая дает. Вы должны понимать, что через маму, через сестру, через подругу, через работодателя в виде, например, премии, да, это Вселенная вам дает. Просто вы должны понимать, что у Вселенной нет понятия материи или не материя. А в нашем мире, в физическом мире, мы живем в мире материи. И Вселенная нам дает это материей, не энергией. То есть мы затратили определенную энергию и получили определенную материю в виде, например, денег. Или кто-то с вами делится, например, какими-то продуктами питания, потому что вы помогли человеку в чем-то. Или вы, например, бывает даже такая ситуация, вы кому-то помогли случайно, например, шли по дороге, увидели собаку. Когда вы понимаете, что это породистая, это дорогая собака, но она потерялась. Бывает. Вы даете объявление, находится хозяин. И этот хозяин вам дает деньги.
Он просто дает деньги, он дает там определенную сумму, и вы тоже отказываетесь. Хотя по большому счету через эту собаку, через этого человека, через эту ситуацию приходят к вам деньги. Поэтому, пожалуйста, не игнорируйте и не стесняйтесь. Пока вам будет неудобно, другим людям будет все удобно. Это вы должны понимать, друзья, и осознавать. Теперь, ввиду того, что сегодня у нас день финансовых возможностей, день изобилия, вот такой вот чудесный, прекрасный день, обязательно сегодня время от времени говорите следующие слова. Я привлекаю к себе большие деньги. Я богатею сейчас и всегда. Я процветаю с Богом. Истина, да будет так. Пожалуйста, эти слова сегодня перепишите, напишите их в комментариях также. Проработайте эту практику и не забудьте. Сегодня хотя бы вот поставьте себе задачу именно эти слова в хорошем настроении, с открытым сердцем, с любовью, с гармонией произносить хотя бы 5 раз. 5 раз, и вы начнете говорить это с любовью. Если лишь бы вы будете произносить эти слова, девочки, мальчики, но вот ничего не будет, потому что как вы это делаете, так и вам все возвращается. У нас в мире, во Вселенной, во всем есть баланс. Когда вы говорите, что нет баланса, это вы так считаете. Но кто же судья? Есть высшие силы, которые принимают и думают, как и что сделать, как поступить и так далее. Помните об этом. Друзья, мы вам всем желаем сегодня прекрасного, чудесного дня. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь. Обязательно в комментариях напишите те слова, о которых мы говорили сегодня в практике, пожалуйста. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.